Вот такую шикарную оправу можно сделать для любого натурального камня. Только он должен быть достаточно плоским и края примерно одной толщины. Всем привет, меня зовут Настя, и в этом видео я расскажу вам подробно, как это сделать. Лучше всего для плетения использовать вощеные нити, специальные. Количество и размеры я укажу на экране. И еще в дополнение я использую бусинки из нержавеющей стали диаметром 3 мм, и учитывайте размер отверстия в бусинах, потому что оно должно быть подходящим к ниткам. Что ж, давайте приступим. Первым делом я нанизываю бусины вот таким вот образом, количество как половина кулона. Далее закрепляю на любой удобной поверхности в натяжении эти две нити. По центру мы будем плести. Складываю нить пополам и получившейся петелькой закрепляю на одной из основ. Далее верхней нитью будем плести, а нижнюю убираем немного в сторону. Тут скажу самое главное, что несложно на самом деле разобраться в этом плетении. Просто первый узел снаружи, репсовый узел плетется снаружи от нити основы, а второй узел изнутри от нити основы. То есть нужно понять сам принцип, само плетение не является сложным. Там, где нанизаны бусины, это лицевая сторона кулона. Нам нужно будет проплести примерно 2 см оправы и обязательно посмотреть, насколько она подходит под камень. То есть, чтобы ширина была достаточной и не слишком широкой и не слишком узкой. Примеряю оправу на кулон и смотрю, сколько еще нужно проплести, учитывая максимальное натяжение. То есть очень плотно должна сидеть оправа и держать камень.
Для того, чтобы закрепить камень, подтягиваю нити основы и связываю их между собой. С лицевой стороны 2 репсовых узла и с изнаночной стороны. Делаю несколько раз, каждый раз подтягивая потуже. Тут внимательно не срезаем лишнего, у вас должно остаться 6 нитей. С лицевой стороны 2 нити основы, с изнанки и цветные 2 нити, синие в моем случае тоже остаются.
Для завязок можно брать нити любой длины, но обязательно учитывайте, что этот тип кулона надевается через голову. Во всяком случае, тот вариант, который я плету. Поэтому проверяйте. Тут мы берем по 2 нити в каждую руку, крутим их в одну сторону, например, влево, а между собой их закручиваем вправо или наоборот. И таким образом у нас получается двухпрядная коса, которая не расплетается. На финальном этапе работы провязываю застежку квадратными узлами, для того, чтобы можно было регулировать длину украшения.
Надеюсь, видео было полезным. Если да, поддержите его, пожалуйста, комментарием. Благодарю за просмотр и до новых встреч. Пока-пока!